Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я покажу, как из круглого бисквита, буду выпекать вот такой роскошнейший классический бисквит, как из него собрать овальный торт, практически без обрезков. Можно испечь, конечно же, вот такие вот коржи молочная девочка, либо же медовик, либо штефания. Но когда не нужны такие коржи, а именно бисквитный торт нужен, вот это я все буду показывать в этом видео. Как собрать его, с каким кремом его собрать, каким бисквитом правильно его собрать, чтобы он у вас при транспортировке идеально держал форму. Вот такой вот будет красивый овальный формы торт. Сейчас я думаю, что для многих не секрет, что во всем мире в кондитерском деле в этом году особый тренд именно на овальные торты, и поэтому я решила отснять здесь отдельное видео, чтобы показать вам, как же все-таки его сделать, этот овальный торт из обычного круглого бисквита. Вот такой будет красивый потом торт в итоге. Это я уже в следующем видео буду показывать украшения, тоже именно в современном стиле, белково-заварным кремом буду украшать, как это сейчас очень актуально и популярно. Итак, я испекла классический бисквит 30 сантиметров в диаметре. Сейчас я ему даю немножечко остыть. Рецепт подробнейший этого бисквита уже, конечно же, есть на моем канале. Ссылочка на то видео у вас сейчас появится в правом верхнем углу на экране. И также оставлю я вам эту ссылку в описании к данному видео. Бисквит получается всегда роскошнейший. Проходите по ссылке и смотрите, как он готовится. Но здесь мы не рецепт бисквита разбираем, а именно сборку торта, как сделать овальный торт, трендовый в этом 2026 году, именно из круглого бисквита. Пока еще бисквит не остыл полностью, я его извлекаю из формы, чтобы он у нас имел также красивые боковинки. И так, как вы видите, бисквит шикарнейший, 9 сантиметров в высоту и практически 30 в диаметре. Вот эти коржи молочная девочка, это я выпекала для другого торта, тоже овального, так как тренд в этом году на овальные торты. 23 сантиметра в ширину. Он у меня побольше будет, вот этот вот торт молочная девочка, 23 сантиметра в ширину и примерно почти что 40 в длину. Вот этот из 30 сантиметрового бисквита у нас будет помельче торт. То есть он будет 35 сантиметров в длину и где-то 23 в ширину, 22-23. Я не зря это все здесь рассказываю. Вот такой трафарет я себе сделала из пластиковой доски, из старой, и по нему я всегда пеку молочную девочку в овальной форме. Итак, бисквит этот классически нуждается в отдыхе, поэтому я его убираю обязательно на ночь в холодильник. Он также будет нуждаться в пропитке, я думаю, что многие это знают. Почему я показываю именно классический здесь бисквит? Потому что для любых 3D-тортов, которые мы нарезаем на мелкие фрагменты при сборке, нужен бисквит, который идеально будет держать у вас форму. Допустим, не сметанный, который будет у вас крошиться очень сильно. Или же какие-то есть, которые крошатся также, шоколадные бисквиты. Ссылочку на рецепт шоколадного бисквита, который идеально подойдет для этого торта, для овального, также для любых 3D-тортов, я вам также оставлю в описании к данному видео. Итак, мой круглый бисквит, который уже отлежался в холодильнике, обязательно он должен отлежаться перед нарезанием. Я нарезаю на 4 коржа. Нижний корж всегда делаем слегка потолще, потому что он у нас будет продавливаться потом начинкой. И вот сейчас вот эти 29 сантиметров, так как он немножко ужимается после остывания, по 11 сантиметров оставляю по бокам. Серединка у меня будет вот эта полосочка 7 сантиметров в ширину, а вот эти две боковинки 11 сантиметров в ширину. Сейчас полоску эту я пока что убираю. Вот эти две половинки я соединяю вместе. И их я также разрезаю по линеечке напополам. Так как мы вот эту самую высокую часть, серединку, уже убрали, у меня сейчас вот эта длина получилась 28 сантиметров. Поэтому я делю напополам по 14 сантиметров и разрезаю уже на четвертинки. И это будут у нас как бы кончики у этого овального торта. Сразу хочу здесь обратить ваше внимание, что меньше, чем 26 сантиметров в диаметре, вот круглый бисквит на овальные торты я выпекать не советую. Иначе это будет очень плохо смотреться, то есть нужно что-то побольше. Вот эту полосочку мы опять вставляем в серединку и обрезаем сейчас вот то, что нам не нужно. И у нас получается идеальная овальная форма у торта.
Торт у меня получится 35 примерно сантиметров в длину, то есть из бисквита, который выпекался на 30 сантиметров в диаметре, получается овальный торт, если вот вырезать так, как я вам показываю, 35 сантиметров в длину и примерно 23 сантиметра, 22-23 в ширину, 35 сантиметров в длину. Вот чуть-чуть мы совсем обрезочек обрезали. Сейчас вот так вам показываю, как удобно будет его собирать. Вниз кладем вот такую пластиковую доску, или не пластиковую, но какую-то доску, и вверх переворачиваем. И вот таким образом у нас это будет донышко уже у торта. Начинаем сборку торта. Немного крема наношу. Крем у меня здесь лесная ягода. Я вам ссылку на тот торт, где я готовлю этот же крем, с этими же пропорциями, вот на этот диаметр торта, я вам оставлю в описании к данному видео. То есть тоже количество ингредиентов я брала именно на этот же торт. Что из торта лесная ягода. Так как классический бисквит обязательно пропитываем. Так как у меня уже огромнейший опыт в сборке очень разных тортов, я перед тем, как снимала это видео, я, конечно же, задумывалась над тем, как же все-таки лучше собирать вот этот овальный торт уже в собранном готовом виде, то есть в круглой форме его собрать полностью с кремом, пропитать, также дать ему отстояться и потом разрезать на фрагменты. Или же вот так, как я вам сейчас показываю, разрезать на фрагменты. И все-таки я поняла уже опытным путем, что вот таким образом он более монолитный получается, когда мы собираем уже из фрагментов бисквита и пропитываем кремом его. Потому что когда уже готовый торт мы разрезаем на фрагменты, уже отстоявшиеся, эти фрагменты будут распадаться. Потому что здесь крем у нас входит во все щели, во все какие-то мелкие уголки. И так торт этот держится все равно лучше, чем разрезать готовый круглый торт на фрагменты и потом их просто соединить. Я надеюсь, что я понятно объяснила. Поэтому советую все-таки вот так вот делать. Обязательно пропитываем любой классический бисквит. И сейчас, так как у нас нет, естественно, такой овальной формы, как фиксатор у нас здесь будет служить пищевая пленка. Она очень хорошо держит. Здесь главное не переусердствовать. Просто аккуратно все это стягивайте, в то же время, чтобы она и держала форму, эта пищевая пленка, нам у торта, но в разумных пределах. Этот торт я уберу примерно на 4 часа сейчас в холодильник, хотя бы настолько. В идеале, конечно, убрать его на ночь, но у меня не было столько времени, поэтому я убирала на 4 часа. Посмотрите, как он уже прекрасно весь у нас зафиксировался благодаря пищевой пленке. Он весь ровный. Убираем сейчас в холодильник. И когда уже он у нас отстоялся, я готовлю масляный крем. Здесь у меня классический советский масляный крем на сгущенке. Я беру 400 грамм сливочного масла размягченного и одну банку сгущенки. Она у меня здесь практически 400 грамм. И взбиваю сейчас все это до объединения и пышности. Крем получится вот такой вот плотный. Поэтому я его еще 20 секунд импульсами прогрею в микроволновке. Вот до такого состояния. То есть он должен быть очень пластичным перед тем, как наносить его на торт. Даже не пытайтесь его наносить на торт не в прогретом виде, буквально здесь пару секунд прогреть. Он у вас должен быть вот таким пластичным, как я показываю в видео. Итак, торт у меня уже очень хорошо отстоялся в холодильнике. Вот даже 4 часа ему уже хватило для того, чтобы он вот так идеально просто держал форму. Крем, благодаря его рецептуре, не течет. В то же время крем воздушный получается, очень хорошо пропитывает дополнительно коржи. Проходите, пожалуйста, по ссылочке, я вам оставлю в описании к этому видео. Вот эти овальные торты, и не только овальные, которые мы собираем вот так вот из фрагментов, здесь необходимо просто использование либо масляного крема для того, чтобы зафиксировать этот торт, либо ганаша любого. Поэтому этот шаг здесь пропускать никак нельзя. Если вы сразу захотите, допустим, каким-то сливочным легким кремом, либо же белково-заварным кремом покрыть этот торт, это не получится. Потому что здесь нужно зафиксировать этот торт. Это я, конечно же, говорю не о домашних тортиках, а о таких тортах, которые мы уже украшаем очень красиво, и которые можно транспортировать на длительное уже расстояние. Вот это я имею в виду. Сейчас я его где-то на час уберу в холодильник, чтобы вот этот масляный крем зафиксировался. Потом я нанесла на него белково-заварной крем уже на этот масляный. И получился превосходнейший у меня
вот такой овальный тортик. Вот эти все неровности у меня сейчас закроются сверху декором, поэтому я не тратила свое драгоценнейшее время и не выравнивала очень так предельно точно эту верхушечку, как во многих тортах я это делаю. Буду украшать этот торт в современном стиле. Я вам все буду показывать это уже в следующем видео, как украшать такой торт. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.